Привет, друзья! Сегодня я приготовлю домашний квас на закваске, без дрожжей. Это лучший рецепт домашнего кваса без преувеличения. Живой, натуральный и полезный. Квас как в детстве из желтой бочки. Кто помнит, поставьте лайк. И тут внимание, залогом вкусного и пенистого кваса это качественный ржаной хлеб. Так как квас я буду делать темным, то и хлеб мне нужно темный. Я спек такой хлеб, ссылка на рецепт этого хлеба будет в описании под видео. Достал хлеб из духовки, даю хлебу немного остыть. После того, как хлеб остыл, мне нужно нарезать весь этот хлеб на небольшие ломтики и хорошо высушить в разогретой духовке до таких темных сухарей. Хорошо посушить, а местами даже припалить хорошенько, чтобы сухарики подгорели. Так, нарезаю хлеб на такие небольшие ломтики. У кого-то может возникнуть вопрос, зачем так много хлеба? Отвечу, что кваса я буду делать сразу на 10 литров воды, поэтому мне нужна вот такая булочка ржаного хлеба. От количества сухарей будет зависеть и вкус, и насыщенность, и плотность кваса. Ну и насколько он будет пенным. Отправляю хлеб в разогретую духовку до 220 градусов и держу там хлеб, пока из него не получится сухари. Местами, как я сказал, подгорелые. Тут ориентируемся не по времени, а по внешнему виду сухарей. Так, сухарики готовы, очень ароматные, квас получится просто идеальным. Посмотрите внимательно, какими должны выйти сухари. Местами подгорелые, как раз то, что нужно. Именно эти подпаленные придадут карамельного цвета и высокую пенку. Но только если все правильно сделать. Так что смотрите и ничего не пропускайте. Сейчас покажу, как это сделать. Квас буду делать в кастрюле из нержавеющей стали. Мне в ней очень удобно это делать. Смотрите, нам еще понадобится сахар, изюм и наши остывшие сухарики. Они великолепные. Насколько они ароматны, и это очень важно для идеального кваса. Выливаю заранее подготовленную теплую воду, где-то 35 градусов. Воды нужно будет 10 литров. Далее высыпаю весь сахар, сахара нужно 500 грамм. Вместо сахара можно также использовать и мед, а также коричневый сахар. Будет еще лучше. Далее добавляем наши сухарики. Послушайте, какие они звонкие. То, что нужно. Еще раз напомню, сухарики местами нужно, чтобы были подгорелые. По количеству это все, что получится с булки хлеба. Высыпаем сухарики в воду. Смотрите, как они сразу начинают делиться своим цветом, отдавая воде весь карамельный цвет и аромат. С помощью вот этой шумовки немного перемешиваю сухари. Далее добавляю тоже немаловажный ингредиент. Это чудесная активная ржаная закваска. Именно ржаная закваска сюда нужна. Добавлял я и другие закваски, это не то. Так что добавляем 100 грамм активной ржаной закваски. А если вам нужна закваска, обращайтесь, ссылка для заказа будет в описании под видео. Добавляю закваску прямо вот так, ложкой. Аккуратно опускаю ее к нашим сухарикам и теперь хорошенько все перемешиваю, чтобы закваска полностью разошлась в теплой воде. Смотрите, вода уже приобретает этот глубокий темный цвет. Сейчас наши дикие дрожжи и молочно-кислые бактерии проснутся, начнут работать и буквально через пару дней этот настой превратится в благородный газированный квас, от которого просто невозможно оторваться. Дальше добавляю изюм, вот такой светлый изюм. Изюма нужно 60 грамм. И снова немножко размешиваю, накрываю крышкой и оставляю так на 24 часа на брожение. Смотрите, чтобы квас полностью выбродил, понадобится двое или трое суток, то есть 48-72 часа. Это зависит от того, насколько у вас тепло в комнате. Так, следующий день, прошло 24 часа, процессы брожения идут не так активно, как хотелось бы, потому что у меня 21 градус в комнате. Сейчас мне нужно перемешать это сусло один раз до следующего дня. И вы знаете, при такой температуре я буду выстаивать, наверное, квас трое суток. Это 72 часа. Если у вас температура выше 25 градусов, то двое суток будет достаточно. Перемешал, накрываю и снова оставляю на 24 часа до следующего дня. А еще проверяйте готовность кваса на вкус. Сладость должна немного уходить, а преобладать будет легкий выраженный квасной вкус. Друзья, третий день. Вчера на второй день я тоже перемешал сусло, как и первый раз. А сегодня на третьи сутки буду процеживать квас и разливать в стеклянные бутылки. Вот с помощью такого сита с ручкой собираю все разбухшие сухари и изюм. Вот почему я говорил, что в кастрюле намного удобнее, чем в стеклянной банке. Вы сами видите. Такой приятный аромат кваса стоит. Хорошо отцеживаю жидкость из сухарей и перекладываю вот такую миску. Эти размокшие сухари не спешите выбрасывать, они нам еще пригодятся. Так, все собрал. И смотрите, из этих сухарей я сделаю еще одну порцию кваса. И нам не понадобится снова хлеб и изюм. Но правда пропорции будут немного иные. А как сделать второй квас на этом сусле, вы сможете почитать в описании под видео, перейдя по ссылке.
Разливать буду вот такие стеклянные бутылки, 1 литр и пол-литровые. Друзья, и важный момент. Нужно, чтобы бутылки закрывались герметично, если вы хотите получить пенный квас. Это очень важное условие. Самое идеальное – это взять бутылку с помповой крышкой. Вставляю лейку, в нее мелкое металлическое сито и в несколько слоев марлю или бинт. И потихоньку разливаю квас по бутылкам, чтобы не сильно взбалтывать осадок. Плотно закрываем бутылки, чтобы газы оставались внутри. Иначе квас ваш будет малогазированный. Вы посмотрите только, какой красивый карамельный цвет. Точно так же разливаю и по полулитровым бутылкам. Смотрите, я бы рекомендовал разливать квас лучше всего, как по мне, это в литровые бутылки. Так как каждый раз, открывая бутылку, квас будет газированный и пенный. А вот если держать в большом бутыле, то, конечно, газовой пены будет намного меньше. Разлитый квас оставляю в бутылках при комнатной температуре еще где-то на 8-10 часов. Но смотрите, друзья, чтобы на него не попадали солнечные лучи. Вот это сусло, как я и говорил, не выливаем, а переливаем к нашему размокшему хлебу. Это будет материал для закваски второго кваса. А как его сделать, как я и говорил ранее, сможете почитать по ссылке, которая будет доступна для спонсоров канала в описании под видео. Через 8 часов переставляем квас в холодильник минимум на двое суток, 48 часов, где он будет охлаждаться и дозревать. У меня квас простоял в холодильнике 3 дня, и давайте посмотрим, что из этого получилось. Квас стал более насыщенного темного цвета, внизу вы видите осадок, и это вполне нормально, так как у нас живой квас. Такой квас может храниться в холодильнике до 2 недель, но вопрос, может ли он так долго простоять там? Напишите в комментариях. Волнительный момент, друзья, тут можно было и промолчать, результат говорит сам за себя. Вот это квас, посмотрите, какая высокая пена, такой игристый квас, я приятно удивлен. Давайте попробуем. Вы знаете, промолчать здесь – это грех. Безумно вкусный, газированный, приятно насыщенный хлебный вкус. Нет, как по мне, этот квас вкуснее, плотнее, газированнее. Это 100%, чем тот из бочки лет 30-40 назад. Хотя тот тоже был вкусным, но этот мой топ. Настоятельно рекомендую приготовить этот квас. Ведь от такого живого домашнего кваса польза невероятная. Он мгновенно улучшает пищеварение, дарит легкость и просто идеально, с первого глотка, утоляет жажду в любой жаркий день. Представьте, жаркий летний день, вы открываете запотевшую стеклянную бутылку, а оттуда густой хлебный аромат, легкий дымок газаций, и вы делаете этот первый холодный колючий глоток. Это чистый восторг. Обязательно попробуйте, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал.